Началось все с того, что посудомоечная машина Bosch выдала ошибку E15, и по звуку было слышно, что сработал защитный слив, ну, то есть там сработал защитный клапан и защита от протечки. Когда стал разбирать, ну, сейчас машина стоит уже вверх дном, вот, но когда машина стояла в нормальном положении, то там были подтеки, и вода была мыльная. Соответственно, значит, эту протечка идет от чего-то моющего. Вот, потом, когда посмотрел, уже снял снизу, уже вытащил ее, начал осматривать, то смотрел во время работы, то заметил здесь вот подтеки. Ну, подтеки я заметил на этом приводе актуатора. Когда когда я ее включил, то заметил, что с актуатора потихоньку иногда подкапывает. Ну и когда разобрал актуатор, то выяснилась причина в том, что здесь есть сальник, такой вот он не армированный, без пружины, без всего, просто резинка. Ну и, соответственно, там вот так ставится шестеренка, сальник стоял. Вот здесь я уже поставил новый. Сальник стоял здесь, ну и если его приложить, то он ходит достаточно свободно. И когда актуатор работает, то вода начинает подкапывать. Вот, чтобы не покупать и не менять актуатор целиком в сборе, нашел похожий сальник просто на Яндекс.Маркете размером внешний 16, внутренний 9, высота 4 мм, но он у меня армированный, поэтому пришлось здесь вот вокруг смазать силиконовым маслом и с усилием его туда ну, немножко заколачивать. Вот. Но при разборе, значит, актуатор разбирается просто. Здесь ничего сложного нет. Здесь вот откручиваются 3 винта. Вот. Но вся сложность в том, что шестеренки актуатора, они должны стоять строго в том положении, в котором делал это производитель. И на шестеренках есть вот такие вот зубчик. Ну, то есть один из всех зубьев, один зуб сдвоенный, чтобы они не поставились по-другому. И я подозреваю, что здесь вот есть крестовина, и внутри тоже крестовина, и они тоже должны стоять определенным образом. Ну, не знаю, я актуатор никогда не разбирал, не знаю, что там внутри. Вот, при разборе будьте внимательны, я ставил метки, чтобы знать, в каком положении что стоит. И сначала, когда разобрал, то у меня вот этот зуб стоял сюда, я его потом повернул напротив, вот, ну, здесь метку поставил, чтобы дальше можно было все это собрать и попробовать запустить. Вот, и, собственно, сейчас буду собирать и запускать. Есть еще одна особенность, что ну, здесь есть такие вот пазы, и можно попробовать смазать. Я приготовил вот ликвимоли силиконовую смазку. Возможно смазать, чтобы чтобы смазки было побольше, и, возможно, сальник задирает частицы, то есть частицы от моющего, которые не растворились. То есть здесь, если посмотреть, то оно осаждается, и, видимо, еще когда он там сливает и работает, то здесь есть какой-то осадок, который оседает, и потом он начинает просто этот сальник задирать, ну и начинает все это начинает течь. Машине 5 лет. Работал, в принципе, каждый день. Поэтому сейчас попробую поставить, посмотрим, что получится. Так, ну вот поставил шестеренки. Сейчас еще надо закрутить. Все неудобно крутить одной рукой. Но вот, как уже сказал, для правильной постановки надо ставить метки. И вот этот вот здесь есть сдвоенный зуб, его совмещать вот с этим. А принцип работы актуатора, он прост. Здесь есть 3 контакта. 2 идут на... Тут даже можно проследить. Вот здесь 2 контакта идут на сам привод.
написано, что он 220 переменки 50-60 Гц. И здесь вот есть контакт, который вот эта вот шестеренка, когда вращается, то она его замыкает или размыкает. Да, еще тут все шурупы со шлицом торкса.